Привет всем! Традиционное грузинское блюдо. Чанахи в глиняном горшочке буду готовить сегодня. Чанахи это мясное блюдо. Его можно готовить из говядины, баранины, свинины и даже из курицы. В моем рецепте используются свиные ребра. Их мне понадобилось 600 граммов. Кроме мяса я почистил 5-6 средних картофелин, 4 луковицы, одну крупную морковь, 2 половинки разных цветов сладкого перца, немного острого перца, кинза, чеснок, один спелый помидор, а еще соль, молотый острый перец. Список ингредиентов можно посмотреть в описании к ролику или в бегущей строке где-то в конце видео. Мясо я делю на небольшие кусочки. И чтобы чанахи получились ароматнее, обжариваю его на сковороде с небольшим количеством растительного масла на максимальном огне. Пока мясо обжаривается с одной стороны, я не теряю время и нарезаю лук полукольцами, не очень тонко. В этом блюде лука много не бывает, поэтому я взял аж 4 головки, но не крупные, а средние. Когда одна сторона кусочков мяса обжарилась до красивой ароматной корочки, переворачиваю их на другую сторону и точно так же продолжаю обжаривать на сильном огне. Опять же, не теряя времени, обрезаю сбоку кусочки у двух разного цвета сладких перцев, чищу их от семян и перегородок и нарезаю соломкой. Точно так же довольно-таки крупную морковь делю на 3 части и нарезаю соломкой. И пока я режу морковь, у вас есть время подписаться на канал, нажать на колокольчик и даже поставить палец вверх этому рецепту. Горшочек у меня совершенно новый, и это его первая обкатка. Он вмещает в себя аж целых 2 литра. Сначала на дно выкладываю все обжаренные кусочки мяса. Кстати, их не обязательно нужно обжаривать, это опция на ваше усмотрение. Теперь кладу слой нарезанного предварительно лука. Поверх лука опять идут овощи. Собственно говоря, кроме овощей ничего дальше и не может быть. Ну, разве что свежие специи. Я кладу ароматную кинзу. Кто не любит кинзу, ее можно заменить на петрушку с укропом или даже базилик. А можно добавить сухую специю мелиссу неля, 1 чайную ложку. Чеснок тоже опция на любителя. В нашей семье чеснок не кладется разве что в компот и сладкое варенье, хотя и там можно намазать на корочку хлеба с чаем или компотом. Острого перца кладите на свой вкус, учитывая, что при длительной варке блюда его острота сильно утратится. Помидор, не очищая от кожицы, нарезаю дольками и тоже кладу в горшок, равномерно распределяя его по поверхности. И из овощей остается у меня только картофель. Его нарезать можно тоже по-всякому, но не очень мелко, иначе он при варке в духовке превратится в кашу, а нам это не нужно. Чтобы проверить достаточность уложенных ингредиентов, накрываю горшочек крышкой. Место еще есть, поэтому подрезаю еще одну картошку. Соль я добавляю в самом конце, равно как и перец. Поливаю соль и перец сверху водой, смывая таким образом эти специи внутрь горшочка. Воды в общей сложности мне понадобилось на это блюдо 2,5 стакана. А оставшуюся поверхность картошки на этот раз уже слегка подсаливаю и немного перчу. В финальный момент можно добавить мелко нарезанные кусочки сала или курдючного жира,
А я для аромата добавляю сливочное масло. Хотя это тоже не обязательно, но с хорошим маслом чанахи будут вкуснее и ароматнее. Все, друзья, мой глиняный горшок наполнен ингредиентами, накрываю крышкой и отправляю его в заранее разогретую до 180 градусов по Цельсию духовку ровно на 2 часа. В это время можно заниматься своими делами. Чанахи готовятся самостоятельно. А по их готовности я добавляю рубленую зелень, а еще кладу прямо в горшочек, утопив в жидкости 3 лавровых листочка. Даю чанахам еще минут 5 настояться и взять у лавра его аромат и вкус. Затем уже можно размешать содержимое горшочка ложкой. Блюдо готово к подаче. Приятного аппетита! Готовьте вместе со мной, а чтобы не пропустить новые рецепты, подписывайтесь на мой канал и жмите сразу на колокольчик. Ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, делитесь ссылкой на этот ролик с друзьями в социальных сетях и мессенджерах. До новых встреч!